Скорпионы, мои хорошие, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в данном видео я для вас снимаю ваш Таро-прогноз на 2022 год. Сегодня будем работать с такими колодами, как Таро Золотой Нити, Руническое Таро. И я буду вспомогательной колодой, там, где у нас идут сигилы архангелов. Будем запечатывать ваши желания, вашу цель, ваши планы на 2002 год. Поэтому подумайте, пока будет расклад, чего вы себе желаете, либо о чем мечтаете, к чему стремитесь, чтобы вы были подготовлены к окончанию этого видео и всю свою энергию отдали на воплощение вами желаемого. Итак, начинаем с вами работать. Напоминаю, что расклад общий. Поэтому, если необходимо, смотрите не только по Солнцу, но и по асценденту, сопоставляйте, сравнивайте, так как я не знаю, какой из знаков для вас будет ближе и по какому из аспектов для вас будет в большей степени отыгрываться информация. Но самый главный приятный плюс это в том, что мы делаем данные расклады в первые лунные сутки наступившего года. Соответственно, вся эта информация, которую мы будем получать, мы сможем ее и откорректировать, и сделать себе план во благо, а именно закорректировать те желания и цели, которые вы себе поставили. Итак, общие энергии в плане бизнеса и работы, общие энергии по финансам, вопросы здоровья, вопросы личной жизни, неожиданные события, карта года, карта совет, что уйдет и что к вам придет. Все арканы я буду вам подносить, все будет хорошо видно, поэтому не переживайте. Итак, в плане работы у вас падает аркан умеренность. Карта многозначительная и многогранна, потому что она может показывать, начиная от вопросов безработицы до умиротворенного состояния и работы в плане фриланса. Поэтому наша задача этот аркан раскрыть и посмотреть, о чем у нас здесь непосредственно идет речь. Так. Итак, десятка кубков, рыцарь жезлов и колесница. По связке арканов. Давайте протактуем для каждого из вас, потому что каждый находится в разном социальном статусе. И если вы на данном этапе не работаете, то есть вы пенсионер, вы домохозяйка, либо вы в декрете, то, как вы видите, здесь находиться на попечении членов семьи, тем не менее у вас комфортная ситуация. То есть деньги приходят, вы спокойны. И если вы в статусе соискателя, то здесь благодаря членам семьи обрести себе работу. Причем для многих это дистанционно, на расстоянии. Некоторые из вас могут уйти работать в частное предприятие, либо в семейный бизнес. И если вы являетесь наемным сотрудником, то здесь в первую очередь это признание в коллективе, это движение и более того по колеснице. Работа может быть дистанционного формата, но здесь с перспективы увеличения заработка, индексация вашей заработной платы, но даже здесь перспектива повышения. Для тех, у кого свой собственный бизнес, это умеренное стабильное положение вещей, дело, которое идет в радость, которое имеет развитие и более того по колеснице в рамках 2022 года будет активно развиваться. Финансовая сторона вопроса – сила. Сила – это мощь, есть на что финансово опереться. И неважно, ваши это ресурсы, либо ваших близких, будь то ваши члены семьи, родственники, вопросы наследства или какие-то ваши накопления. Но, как показывает аркан, в плане финансов здесь проходит стабильная ситуация. И я могу вам сказать так, смотрите, паж мечей, двойка жезлов и влюбленные. Да, безусловно, для некоторых это как поступление денег из двух источников дохода, но основная здесь ситуация, это как быть на попечении своего партнера или партнерши. Вот то, что у вас здесь идет в связке этих арканов. Если мы будем рассматривать вопросы здоровья, по отшельнику у нас зачастую идет обострение хронических заболеваний, особенно если вы уже идете в возрасте 55+, то здесь нужно тщательно заниматься вопросами диагностики вашего состояния здоровья, дабы предотвратить ухудшение ситуации. Но давайте посмотрим, что же здесь будет по факту. Двойка пентаклей, паж жезлов и дьявол. По связке этих карт здесь на повестке дня у вас выходят почки и надпочечники. Плюс по связке карт это еще указание на то, что может здесь проходить зависимость от препаратов, то есть медикаментозного лечения.
Ну, из песни слов не выкинешь, предупрежден, значит вооружен. В любом случае это как акцент вам на то, что нужно не откладывать вопросы здоровья в долгий ящик, а заниматься ими своевременно для того, чтобы устранить эти проблемы, эти первопричины и двигаться дальше. Вопросы личной жизни. Колесница. Неоднозначный аркан, потому что зачастую он может показывать как совместное движение вперед, так и вопросы любовного треугольника, да, по принципу быть с обоими или с обеими в упряжке. У каждого по-разному. Поэтому давайте раскрывать, что у вас здесь. Как для вас отыграется данный вопрос? Маг, шестерка кубков и девятка кубков. Тут тройка жезлов. Интересно. Итак, смотрите, буду трактовать для каждого из вас. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен, то здесь может заиграть наново скрипка прошлого, потому что по связке этих карт кто-то попытается к вам вернуться с целью восстановления отношений. И если вы в статусе любовного треугольника, то здесь все будет без изменений, потому что, как показывают арканы, не то, чтобы вас эта ситуация особо устраивала, но могу сказать так, напрягать не будет, либо на повестке дня, года будут стоять совершенно иные задачи, и именно любовный треугольник будет вас волновать меньше всего. Еще для тех, кто в паре по восьмерке кубков, здесь какие-то планы, цели и идеи связаны с каким-то переездом, потому что, видите, здесь Луна – это споры, борьба темного и светлого, и здесь это непосредственно идет речь о каких-то кардинальных переменах, ну, то есть смена там дома, квартиры, в принципе, место жительства. Почему? Потому что вот здесь еще семерка мечей, о чем она говорит. Ну, как по картам, как неуверенность в партнере или в партнерше. Почему-то здесь опасение или боязнь предательства. Ну, не знаю, стоит ли вам этого бояться. Но в большей степени здесь эта ситуация отыгрывается для мужчин, потому что, видите, здесь ключевым арканом падает у нас императрица. Но опасаться-то вам здесь нечего. Императрица, шестерка мечей. То есть, я не знаю, тут почему-то больше как страхи у мужчин о том, что здесь им могут воткнуть нож в спину. Но по картам этого здесь нет. Если смотреть для женщин, это просто внутренние переживания, страхи, желание себя подстраховать, но почему-то в материально-имущественном плане. Вот у вас это будет выходить на первый план, такой вот ведущая скрипка. Но, тем не менее, у кого стабильный союз, то есть встречаетесь, сожительствуете, либо семья и брак, ситуация здесь без изменений. Неожиданные события. Что же здесь? Аркан Жрец. Карта обучения, карта врачевания, карта наставничества, новая религия. И что мы видим здесь? Рыцарь мечей, семерка пентаклей и башня. Это, знаете, как полностью отказаться от того опыта, который был ранее, и уходить в новое. У кого-то кардинальная смена религии, кардинальная смена наставника, тренера, коуча. То есть человека, который, скажем так, в большинстве вопросов вас вел по жизни. Почему? Потому что, ну, не то чтобы он ведет к вам какие-то лжеучения, то есть его подход, либо его навыки устарели, и они вам не дают результатов. Поэтому и здесь это как самостоятельно раскрывать какую-то информацию, добиваться результатов, искать учителя, наставника, вуз, либо человека, который вам эту информацию даст. Вот здесь вот еще, кстати, по связке карт. Если вы пытались что-то осваивать самостоятельно, не знаю, там языковые курсы, там аспекты программирования, ну, все что угодно. Вы осознаете здесь по факту, что сколько бы вы усилий не прикладывали, не ждали, как бы все понапрасну. Нужен наставник, либо человек, который вас проведет грамотным путем, и вы будете заниматься его поиском. Вот то, что здесь по картам идет. Так, что уйдет в рамках этого года? Солнце. Ну, будем смотреть, что же здесь. Уйдут какие-то переживания, комплексы, страхи, потому что Солнце у нас отвечает за вопросы энергии, за энергетику в целом, за вашу харизму, относительно ситуации вашей реализации. Потому что восьмерка пентаклей, это могли себя в чем-то искать, но вот видите, был ряд ограничений, не могли себя по пятерке пентаклей найти. Почему? Потому что здесь Солнце у вас идет в теневом аспекте, как вопрос низкой самооценки, неуверенности в себе и, знаете, боязни пробовать что-то новое, либо входить во что-то новое. То, как показывают арканы, дерзайте, все получится. Сейчас посмотрим, что к вам придет. Шут. Новый этап жизни, новый цикл, переезды, перемещения, дети, новый питомец, новая работа, новое увлечение. Карта многогранна, потому что дурак – это быть в
потоке, быть в новых начинаниях, не бояться ничего нового, смело идти вперед. Давайте смотреть, что же будет по факту. Рыцарь кубков, мир и умеренность. Во-первых, это много как поездок, путешествий. То, что вас эмоционально напитывает и дает вам равновесие. И по связке карт, как бы это странно ни прозвучало, но это комфортный график. Допустим, фриланс, либо вы сами себе... Почему я это говорю? Потому что рыцарь кубков, мир и умеренность– это быть в потоке и работать комфортно, быть мобильным. Еще по связке этих карт там может идти приобретение нового транспортного средства, автомобиля, либо в принципе не то что нового, а вообще в целом приобретение автомобиля. То, что сделает вас мобильным и даст вам какое-то равновесие и комфорт. Вот об этом говорят арканы. Так, что же здесь у вас в плане карты года и карты совета? Мгм. Колесо фортуны. Кардинальные перемены. Совет император. Если мы будем эти арканы рассматривать для мужчин, это по принципу «помоги себе сам». Только от тебя зависит, каким образом и куда ты повернешь свое колесо фортуны. Потому что совет и рекомендация по этой карте – держи контроль над ситуацией, сам развивайся, добивайся стабильности в своей жизни. Потому что здесь по принципу весь мир у твоих ног. А карта года – это карта кардинальных перемен, но которые зависят от тебя самого. Если мы смотрим ситуацию для женщин, опять же, то, что ознаменуется благоприятными переменами со знаком плюс, и по совету здесь это во многом этому поспособствует мужчина, будь то отец, брат, супруг, родственник, наставник, руководитель, потому что здесь совет. Давайте так, обратись за помощью к более сильным, статусным, властимущим, к лицу, который для тебя является авторитетом, в чем-то может быть наставником, тот, кто тебе может дать помощь, контроль и стабильность. Вот здесь об этом идет речь. Ну, мы, конечно же, с вами эти арканы раскроем. Что у вас здесь в карте года? Жрица. Ну, прислушиваться к своей интуиции, все свои планы, навыки. Ну, не то чтобы хранить в тайне, не афишировать, не трезвонить с этой информацией абсолютно всем и вся. И здесь, кстати, еще такой момент. Если вы планировали или хотели реализовать себя в медицине, гувернанткой, эзотериком, психологом, то для вас это будет, знаете, благодатная почва, потому что, как показывают арканы, самое время. Тем более это чисто скорпиония стихия. Вам в этом вопросе не будет равных. И совет, император и суд. Это, если кто еще не успел, это ведь семейное гнездо. У кого-то восстановление отношений, укрепление связи, реализовать себя в статусе отца, супруга. Для женщин это обретение второй половины, кто здесь еще свободен. Потому что, видите, акцент на целостность, на построение рода. То есть, видите, родовые ветви дальше. Ну, сейчас мы будем с вами смотреть, доставать карту Архангела. Подумайте о вашем желании. Настройтесь. Итак, 4 жезлов. Или у нас падает здесь Махаша. Что можем сказать? Здесь человек, который помогает, ну, какой человек, архангел, да, который вам помогает обрести свое место в жизни. Архангел-спаситель, который в первую очередь дает защиту, дает терпимость, дает помощь жить в мире с каждым. Это карта примирения, восстановления отношений деловых, личных. Это укрепление связей семейных, потому что он также является хранителем семейного очага. Поэтому если вы планировали какие-то цели, действия в плане личной жизни или с вопросами недвижимости, то этот архангел вам, безусловно, будет в помощь. Сейчас я пока буду про себя тихонечко читать оговор. Вы подумайте о вашем желании, и я вам его опечатаю. Все, ваше желание я опечатала. И сейчас все негативные аспекты, которые у вас могли быть, мы немножечко подкорректируем и закроем для вас благоприятными арканами.
Что могу вам сказать? Здесь пришло время вам, знаете, все-таки, несмотря на то, что вы постоянно, как вода, меняете свою структуру, вы постоянно волнуетесь, то вы бурлите, то вы в состоянии покоя. Поэтому закроем вам картами баланса и равновесия, картами гармонии, достижения целей и новых возможностей, чтобы это у вас было именно так и именно в этом ключе. Так, где у нас наше равновесие? Наша гармония, которой вам так не хватает. Потому что постоянно какие-то сомнения в отношении себя, внутреннее смятение, ваше метание ни к чему хорошему не приводит. Поэтому именно равновесие вам поможет найти выход в новый этап жизни, в новый цикл жизни. И здесь мы вам перекроем. Так, давайте мы сделаем вот так. Благоприятными изменениями, продвижением вперед и обретением сил для изменения жизненного цикла. Поэтому пусть боги вам помогают, услышат вас и ведут вас по жизни. Вот таким для вас вышел расклад на 2022 год. Искренне надеюсь, что у вас отыграются только положительные моменты. В любом случае, по прошествии времени от вас буду ждать обратной связи, как для вас отыгрался данный расклад. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. Всех вам благ, благоприятного года и до новых встреч!